Герой этой истории родился и вырос в маленькой деревне. На протяжении всей своей юности он ходил с отцом в лес. Когда юноша вырос, он стал охотником, и однажды с ним произошел случай, который отпечатался в его памяти на всю оставшуюся жизнь. В один из дней Михаил проснулся на восходе солнца и направился в лес на охоту. К обеду своего путешествия он решил сделать перерыв и остановиться. Впереди охотник увидел поляну, на которой смог бы идеально отдохнуть. Однако, оказавшись на ней, мужчина опешил. Посреди поляны стоял тигр. Человек замер от страха. Хищница явно услышала приближение охотника, поскольку смотрела прямо на него. Но, похоже, тигр не хотел причинять ему вред. Сбитый с толку поведением тигра и не желающий стрелять в него, мужчина медленно опустил поднятое до этого ружье и начал медленно приближаться к животному. Увидев, что человек движется к нему, тигр начал отступать на несколько шагов назад. Когда животное пошевелилось, Михаил заметил, что это была самка, так как ее соски были полны молока. Это означало, что у нее поблизости были детеныши. Также охотник заметил, что животное хромало. Беспокоясь о здоровье тигрицы, мужчина тихо окликнул ее. Это, казалось, успокоило хищницу, поскольку она перестала рычать и позволила ему приблизиться на несколько метров ближе. Как только Михаил приблизился к большой кошке, он понял, что рана тигрицы была намного хуже, чем он думал. Кто-то явно пытался застрелить бедную кошку, и пуля попала ей в заднюю часть ноги, после чего пошло заражение. Увидев ужасное состояние раны, охотник немедленно попытался помочь, но дикая кошка своим рычанием удерживала его на расстоянии. Затем животное совершило нечто поистине экстраординарное. Тигрица повернулась и начала уходить к краю поляны, но остановилась, как только достигла деревьев. Именно в этот момент охотник начал слышать писк маленьких тигрят. Большая кошка аккуратно подняла с земли одного из детенышей и, прихрамывая, направилась обратно к Михаилу. Добравшись до него, она положила тигренка к ногам мужчины. То же самое тигрица проделала и со вторым детенышем. Человек был невероятно поражен тем, что происходило. Он немного опасался того, что она может напасть, если он прикоснется к ним. Однако тигрица начала уходить от охотника и своих детенышей и, обернувшись в последний раз, исчезла в лесу. Михаил понимал, что мама тигрицы не бросила бы своих детенышей просто так. Видимо, большая кошка осознавала, что у нее оставалось не так много времени, и она хотела убедиться, что ее дети выживут. Не желая оставлять двух молодых тигров на произвол судьбы, Михаил подхватил животных на руки и отправился обратно через лес к своему дому. Благополучно вернувшись в деревню, он решил отвезти двух тигрят к местному ветеринару и убедиться, что с ними все в порядке. Со временем два детеныша выросли и окрепли. Сотрудникам местного зоопарка стало известно о двух молодых тиграх. Они предложили их выкупить у мужчины. Однако, даже несмотря на большую сумму денег, охотник отказался расставаться с животными. Он верил, что, отдав их, это будет предательство. В конце концов, пришло время вернуть их в природу. Они выросли сильными особями и обладали всеми навыками, которые им могли пригодиться в лесу. Михаилу было грустно наблюдать за уходом тигров, но так было лучше. Но вскоре произошел случай, который доказал, что все то добро, которое сделал наш герой, не прошло бесследно. Пару лет спустя мужчина отправился в лес на поиски дичи и там наткнулся на огромного медведя. Его ружье заклинило, и он бросился бежать. Но сбежать ему не удалось, и животное настигло его в лесной чаще. И тут напуганный мужчина вдруг увидел двух тигров. Это были они, его малыши. Они бросились на медведя, чтобы человек успел убежать. Медведь же, устав обороняться, ушел в лес. Тогда охотник понимал, что больше не увидит своих тигров. Но он был счастлив, что они живы, здоровы и адаптировались в дикой природе. Тигры отплатили человеку добром на добро. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. У нас много интересных историй про животных.